Археолог, историк и краевед Илья Давыдов постоянно открывает захватывающие страницы в истории Нарвы. В этом году внимание горожан было приковано к уникальным находкам, обнаруженным в ходе раскопок в старом городе. Меня вдохновляет заниматься любимым делом, заниматься с полной отдачей. Это с детства походы вдоль реки, собирание патронов, снарядов, там это осколков, эти взорванные блиндажи, окопы, потом хождение, лазание по этим нарвским казематам, бастионам, живописные развалины Ивангородской крепости, где там можно было забыть себя на многие часы. Эти раскопки, которые в начале 90-х начались на Нарвской бирже, домика Петра, и я действительно вот для себя великое открытие, которое меня чрезвычайно поразило. Неужели здесь что-то было? То есть вот настолько тогда детское сознание, этот шок такой был культурный, что вот и как-то привык, что здесь были такие хрущевки, вот что мы сейчас и видим, вот, но вдруг там какой-то вот слой исторический вышел, который меня буквально взорвал. И первые раскопки под руководством Александра Никитюка, известного всем краеведа с большой буквы, историка, археолога. Сразу это мои первые раскопки, когда я был полностью ответственным, начальником объекта. Это было около театра Эстония, в Таллине, в самом центре города. Такой контекст, что это советская застройка, двор, автопарковка, все залито под асфальт, все там переложено трассами коммуникаций. Там археологи в этом, кажется, бессмысленном месте обнаружили там какой-то культурный слой средневековый. Вот. И мне предложили там взять этот объект, поскольку они сами были загружены. Это был такой стресс-тест, который мне дал закалку на всю, скажем так, оставшуюся жизнь. Потому что там шел дождь, это был апрель месяц, холодно, вода была как сверху, так и снизу, высокий уровень грунтовых вод, топило страшно, помпы работали круглосуточно. Бывает, что утром приходишь, если там еще дождь идет, так весь раскоп там как бассейн. Это полдня выкачиваем это ведрами там, и помпами, все это вперемешку в грязи. Вот. Надо руководить этими рабочими, причем некоторые вообще в археологии первый раз были, взрослые мужики на эстонском. Как сказал мой старший коллега, археологией занимаешься тогда, свободное от работы время. То есть это, другие кончают работать, ты занимаешься тогда археологией, а это уже до позднего вечера. Вот, то есть там вматывался капитально. Вот это, когда прошел это испытание, уже любые другие раскопки, в том числе и на Радужной площади, тоже очень в напряженном темпе, когда работы происходили на нескольких участках параллельно, приходилось разрываться буквально, там бегать с рейкой, с лопатой туда от одного раскопа к другому. Вот, это, конечно, бесценный урок был. Я скажу, что мои главные находки – это мой опыт. Это, наверное, слишком глубоко копаю, но не могу иначе. Археология, скажу, она дает ощущение корней, ощущение своей земли, ощущение уникальности того места, где ты живешь. Например, то, что мы норвитяне, с какими образами мы себя ассоциируем? Мы разве ассоциируем себя с этими хрущевками? Или с 9-этажками, или 5-этажками? То есть с неким типичным. Нет, мы ассоциируем себя
Нарвская ратуша, например, Нарвский замок. Ну, с чем-то уникальным. То есть да, уникальным. Ключевое слово уникальное. Вот. То, чего неповторимо нигде нету. И вот и вот это дает мощнейший такой стимул вот, понимания человека, привязку его к месту. Он начинает ценить. Вот. И археология, вот она дает вот это понимание уникальности этого места. Ситуация. У нас еще город, место, вот, в котором мы живем, оно очень такое, если кто пытался его анализировать, всю историю, это почему иногда называют Нарвский коридор. То есть мы зажаты между морем и там болотами, вот, и, собственно, здесь через Нарву перли на запад или на восток, смотря там на какие-то там ситуации в истории народы. То есть здесь все постоянно дул ветер перемен. Здесь турбулентный характер история носила всегда. Вот. И в этой турбулентности особенно большие вызовы предъявлялись человеку, его, насколько он здесь ассоциирует себя с местом. Вот. Что люди нестойкие, они быстро вымывались этими ветрами, выдувались. Идеал, вот старый город, да, который мы потеряли, да, вот это, который мы много разных обыгрывалось эту тему. Вот. И без этого идеализма, как бы то, что мы можем как-то возродить нашу жизнь к лучшему, как-то хотя бы частично воссоздать вот это чудо, которое было до войны, как-то очень трудно здесь жить, потому что вот эти хрущевки, немножко унылый вид, такой пустырь, заброшенность, оно, скажем так, имеет немножко депрессивное такое влияние. Чем люди могут помочь? Хороший вопрос. Например, помогает в качестве копателей. Вот. А, кстати, большая проблема найти в Нарве копателей. Да, приходится выкручиваться, где использовать личные знакомства. Когда были раскопки на Ратушной, действительно мы давали объявления через кассу по безработице. Вот. Но там такая проблема, что нам где-то 20 имен дали, и из них удалось, на работу пришло 2. Я очень буду глубоко признателен тем, кто нарветянам, кто будет давать информацию о каких-то находках, информацию о тех работах, которые проводятся на территории города, не обязательно в охранной зоне, например. Интерес для меня представляет территория исторического северного пригорода. Большая часть ее находится за пределами охранной зоны. Сейчас там частный сектор, вот там много диких раскопок тоже проходило. И там слухи ходят, очень много и находок интересных было. Вот я собираю информацию по любым раскопкам, которые в том секторе производились. Даже если кто строил дом или ложил трубу, если там что-то интересное вышло, кости людей, если была такая информация, там и кости людей находили, захоронения, вот, и какие-то находки, пускай даже это 19 век, вот, но эта информация очень нужна. Я по крупицам собираю эту информацию, составляю для себя базу данных по
этому северному пригороду, да не только. Есть интересы у меня и к таким, кажется, очень современным районам города, как Кадость. Это тоже исторический район города. Там масса интересных объектов исторических, которые закопаны, никто о них не знает, забыли, но они очень... напоминание о них полезно, нужно жителям, горожанам, городским властям, потому что это поднимает, ну, как бы делает как бы прогулку по этому пространству городскому осмысленным. Да, этот год обещает быть не менее таким напряженным и интенсивным, чем прошлый. Нары строительные бумы, и как-то тут многие объекты здесь в исторической черте города строятся или ломаются. Ряд объектов будет ломаться. Там тоже будет сноситься, там тоже будет археология, археологический надзор. Вот. То есть это территория детского сада, еще не оконченный объект, это Эстонская гимназия. В этом году планируется, это со слов Мадиса Тудора, Угоруправые. Есть в планах проведение исследования на Королевской горке, около Эстонской гимназии. Видели, там горка? Конечно. Это и есть Королевская горка, на месте Королевского вала будет, видно, у города в планах каким-то образом заняться реконструкцией, частичным восстановлением, ну, и как-то включением в городское пространство этого объекта. Вот. И вот будет предварительное исследование, я там хотел бы очень поучаствовать, место очень такое богато будет на открытие. Вот. А не закончен еще объект на Стамбульской площади. Очень тоже там много предстоит всего сделать.